Всем привет, меня зовут Константин, вы находитесь на канале Lightstream, а это видео посвящено обновлению 2.3. В этом обновлении переработан интерфейс, добавлены горячие клавиши и появились операции Undo и Redo. Обо всем этом я сейчас расскажу, поэтому присаживайтесь поудобнее и мы начинаем. Программа Lightstream разработана для создания, генерации анимаций, для архитектурной подсветки, медиаинсталляций и световых шоу. Разработана она с использованием OpenGL 4.6, поэтому поддержка железом этой версии является одним из системных требований программы. Если ваш компьютер не поддерживает OpenGL 4.6, то программа в некоторых моментах будет отрабатывать некорректно. Посмотреть вашу версию OpenGL вы можете в меню Help, Activation. В этом окне указана версия программы, версия OpenGL. Также через это же окно осуществляется удаление лицензий и активация самой программы Lightstream. Возможно, вы не знали, но в программе есть горячие клавиши. Часть из них вы можете найти в основном меню программы, они подписаны справа. Но есть еще несколько, которые тоже могут быть очень полезны. Например, на вкладке 3D Preview кнопки Fit Camera, которая позволяет отцентровать вид по выбранному объекту, соответствует горячая кнопка Z на клавиатуре. Эта же кнопка Z на поле маппинга делает примерно то же самое. Она размещает рабочее поле по центру экрана. Если вы создаете новый layout и вам нужно растянуть его на все рабочее поле, то вам в этом поможет комбинация клавиш Ctrl-F. Также при работе на поле маппинга вы можете зумироваться к положению курсора при зажатой кнопке Ctrl. Если же вы работаете с приборами, то вы можете их перемещать не только мышью, но и с помощью курсора на клавиатуре. А если при этом будет зажата еще кнопка Shift, то перемещение будет осуществляться сразу же на 10 пикселей. Пожалуй, самое главное обновление этой версии — это появление операций Undo и Redo. Несмотря на то, что в современном мире операция Undo является довольно тривиальной, реализовать ее на практике оказалось совсем непросто. Но мы справились, и сейчас эта операция поддерживает 99 шагов. То есть 99 последних действий вы можете отменить. Действует она, к сожалению, пока не на все. Операция отмены работает с основными действиями на поле маппинга, то есть создание объектов, их перемещение, изменение размера, поворот, редактирование. Эти действия мы можем отменить. За отмену отвечает комбинация клавиш Ctrl-Z, за отмену отмены Ctrl-Y. То же самое на вкладке 3D Preview. Действия перемещения, удаления, создания каких-то объектов, их редактирование. Все эти действия можно отменить. На вкладке Composition можно отменить случайное удаление композиции. На вкладке Features можно отменить удаление или перемещение приборов. На вкладке Timeline можно отменить случайное удаление эффекта. А вот на изменение различных параметров или настроек эта функция пока не распространяется. Если же вы изменили какие-то параметры эффекта и хотите вернуть их обратно, то достаточно щелкнуть правой кнопкой мыши на нужном ползунке, и он примет изначальное положение. В этой версии программы был переработан интерфейс. Он стал более лаконичным, стильным, не отвлекает на себя внимание и позволяет полностью сосредоточиться на рабочем процессе. По большому счету, все осталось на своих местах. Тем не менее, я вкратце пробегусь по основным элементам интерфейса. Во вкладке Features за кнопкой с плюсиком прячется возможность добавления контроллера. Кнопка рядом позволяет вызвать окно поиска конвертера. На панели Timeline расположились кнопки импорта видео, импорта изображения, также кнопка вызова окна эффектов. Окно эффектов теперь сделано плавающим, то есть его можно перемещать и прикреплять, как любое другое окно. Любое из окон мы можем спрятать или отобразить через меню Window. На вкладке Mapping по порядку расположились следующие инструменты. Select and Move, позволяющий выделять и перемещать элементы. Инструмент Hand, отвечающий за панорамирование.
он же средняя кнопка мыши. Инструмент Create Layout, позволяющий создать некую габаритную рамку, контейнер, внутри которого можно размещать эффекты. Далее идут два инструмента, отвечающие за создание приборов, либо одиночных, либо сразу же линий приборов. При выборе этого инструмента становится активной кнопка RGB, дающая доступ в библиотеку, в которой вы можете выбрать тип прибора, которым хотите в дальнейшем рисовать. Следующий инструмент позволяет отредактировать сплайн, изменив положение его вершин. Инструмент Duplicate создает несколько копий выбранного объекта. Следующие два инструмента позволяют отразить выбранные элементы либо относительно горизонтальной оси, либо относительно вертикальной. Далее следует группа переключателей, отвечающих за привязку. Когда привязка к сетке отключена, перемещение приборов происходит плавно. Если же ее включить, появляется некое прилипание к ячейкам растровой сетки. Для линий это работает немножко по-другому. Привязка распространяется на управляющие вершины линии. В настройках самой линии есть чекбокс Snap to Pixel. По умолчанию он включен и отображает пиксели ровно над теми ячейками, из которых будет браться цвет. Если его отключить, пиксели будут располагаться более плавно, более равномерно. На цвет это никак не влияет, это служит лишь для удобства визуального восприятия. Далее идет угловая привязка. При включенной угловой привязке объекты поворачиваются с шагом в определенный угол. В данном случае это 15 градусов. Если же привязку отключить, поворот будет осуществляться плавно. Следующие переключатели Pictures, Effect, Layout и Background отвечают за отображение на экране одноименных элементов. Переключатель Mask позволяет увидеть используемый эффект через нанесенные на рабочее поле приборы. На вкладке 3D Preview расположились инструменты перемещения, вращения, масштабирования и рядом поля для ввода точных значений по осям X, Y и Z. Инструмент Select and Move, позволяющий выделять и совершать манипуляции с объектами. Инструмент Hand, отвечающий за панорамирование, он же средняя кнопка мыши. И инструмент Orbit, который позволяет вращать вид вокруг сцены. Вместо него можно использовать Alt и среднюю кнопку мыши. Далее идет кнопка, которая включает или отключает привязку к вершинам 3D модели или к точкам сплайна. Следующая кнопка включает режим редактирования, в котором можно переместить вершины сплайна. Следом за ним идет инструмент Duplicate, который позволяет создать несколько копий выбранного объекта. Каждую из этих копий можно потом редактировать. В отличие от инструмента Duplicate, инструмент Cloner создает не несколько объектов, а создает сразу отдельный объект на основе выбранного, расстояние между элементами которого можно в дальнейшем редактировать. Тут же находятся инструменты для создания линии, сплайна, окружности, прямоугольника и многоугольника. За ними следует инструмент для создания прожекторов. Его мы рассматривали в одном из предыдущих видео. Инструмент создания проекции. Проекция работает примерно так же, как и Layout, позволяя размещать внутри себя эффекты, только проецирует их через 3D. Следующая кнопка отвечает за импорт 3D модели. 4 кнопки отвечают за создание примитивов. Кнопка Create Camera позволяет создать камеру, и далее выпадающее меню позволяет выбрать камеру, через которую вы хотите на данный момент смотреть. Через это же выпадающее меню можно переключаться между камерами. Кнопка Fit Camera позволяет отцентровать вид по выделенному объекту. И да, все эти изменения в программе делаются на основе пожеланий пользователей. Поэтому оставляйте отзывы, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, а мы постараемся сделать программу еще лучше и еще удобнее. А у меня на этом все. Всем крутых проектов. Пока.